Ребятушки, приветствую вас в городе Орландо, штат Флорида, Соединенные Штаты Америки. Сегодня у нас очень необычный обзор, потому что тема этого обзора очень необычная. Все мы привыкли видеть американские дома. Какие-то поскромнее, какие-то покруче, но тем не менее большие. Американцы любят большие дома, любят пикапы. Но сегодня мы находимся в местечке под названием Orlando Lakefront Tiny Home and RV Community. По-английски вот так, по-русски вот так вот. Посмотрите вокруг. Это деревня микродомов в Соединенных Штатах Америки. Оказывается, тут тоже есть люди, которым эти штуки по приколу. Здесь 40 с чем-то домов, из них 13 сдаются в аренду, остальные все, в том числе дома на колесах, это дома для постоянного проживания. Это люди, которые выбрали вот такой вот стиль жизни. Им нужен маленький дом, минимализм и только вот все самое-самое необходимое. Очень тихо, комфортно, интересно. Находимся здесь уже 5 часов. Есть тут разные развлечения, об этом сейчас расскажем. Ну давайте поговорим о домах. Нам туда. Вот типичный tiny, что называется, house. Маленький крошечный домик. Прям как есть, с английского языка. У нас небольшая территория. У каждого дома какая-то вот своя зона отдыха. Но тем не менее, видите, вся территория открыта. И в принципе, что, кстати, интересно, на территорию вот этого, так сказать, кемпинга, вот этой деревни можно попасть вот просто так, с дороги, прийти. Здесь нет вот этих заборов, охраны, шлагбаумов, по списку вообще ничего нет. Но вернемся к дому. Домиком, ну, интересный момент, ребятки, мы его арендовали на целые сутки, мы сегодня здесь будем ночевать. Значит, мне выдали код, чуть-чуть не хватает, да, я тебя обниму. Код, так. No. Вообще классная система, то есть нет никакого ресепшена, просто приезжаете, вам присылают номер телефона при бронировании, пишите смс-очку или звоните, или WhatsApp, все доступно, вам присылают код. Люди всегда на связи, помогут вам, расскажут, и если что-то нужно, там починят, вдруг чего. Заходим, посмотрим, что внутри. Значит, где сегодня придется ночевать. Что-то похожее, как вы помните, мы снимали. Причем в России стоит, недалеко от Москвы, то есть можно тоже приехать, посмотреть и даже купить. Но поговорим об этом доме. Диванчик, прихожая. У меня в доме есть прихожая. Вот такая. Пришел, посидел. Столик. Так, это тут все, за всем нужно следить. Ну, на защелочке. Окей. Поворачиваемся сюда. У нас небольшая кухня и какого-то нереального размера микроволновка. В Америке это любят. Пиццу, индейку разогреть, пожалуйста. 30% этого дома занимает микроволновка. Огромная просто. Шкафчики, посуда, все есть. То есть вы заселяете сюда, все уже есть. Площадь дома. Ой, икеевские кастрюльки. Знакомо. Все вообще свое. Площадь этого дома 40 квадратных метров. Раз. Для обуви. 2. Здесь подушки лежат. Холодильник. Мусорка. Еще какой-то шкафчик. Пустой. Табуреточки. Все организовано так, чтобы вещи, которые вам не нужны, убрать, и они никому не мешались. Раз, задвинули, в принципе, тут можно стоять, пользоваться, и табуретки вам не мешают. А многие из вас скажут, что да фу, как-то бестолково, неудобно. Повторюсь, есть и другие дома. Сейчас покажем. Показываем пока что этот. Значит, пока что я нигде не стукнулся башкой ни разу. Ни локтем, ни коленом. Это очень хороший показатель. Заходите. Все, пожалуйста, ребят. Раз, два, три, 4 окна. Крыша. Ну, то есть головой не стукаешься. Даже сидя на матрасе, если как-то книжку почитать, не стукаешься. Окна все открываются. Свежий воздух, и это все будет. Так, что у нас здесь? Так, смотри. Гриль есть. Нормально. Ну, такой видавший виды гриль. Плитка и ванная комната. Довольно просторная, кстати. Большая раковина, туалет и душевая кабина. Важнейший момент. Сейчас выйдем на улицу, покажем по поводу воды и по поводу унитаза. То есть это вроде как автономный дом. Здесь все как надо. Коммуникации подсоединены. Ограничений по воде, по потреблению воды нету. Напор, причем, смотрите, отличный напор. Вот такой вот маленький домик, в котором придется сегодня по собственному желанию провести ночь. Но, как мы уже сказали, домов-то несколько. Как несколько? Дофига, тут больше 40 домов. Сейчас посмотрим еще 2. 2 точно посмотрим. Пойдем. На территории прям приятно находиться. То есть, на самом деле, мы находимся в городе. Вот до центра 10 минут. До центра Орландо. Крупный американский город. Но если вам надоело находиться там, вот как ребятам, они просто приехали 10 минут, арендовали дом, недорого, и, собственно, тусуются здесь на природе. Большая территория. Большая территория. Можно взять понтон, небольших денег стоит. Можно поваляться в гамаке. Можно разжечь камин. Вечер скоро, да, барбекю, гриль сделать. Специальная зона сделана. Можно взять лодки. Это бесплатно. Включено как бы вот в стоимость
суточную стоимость проживания в доме. О, значит, нас зовут. Идем, пойдем. Девушка тоже сегодня заехала вместе с друзьями, с ребятами, и говорят, заходите ко мне, говорит, посмотрите, как у меня. Yes, you good to go? Yeah. All right. Are you from Orlando? No, I'm actually from Miami. It's my dream to have one. So I'm a very minimalist person. I don't really like I don't need a lot of things. Okay. And I like to read. I like, you know, yoga, like simple. I'm a simplicity person, so just very minimalist. What I love about this place is, first and foremost, I love the stairing. The staircase, how it goes up to the 2 lofts. I think that's really cool. Like, you can live here and you can have an office or something like that, or extra bedroom. The bathroom is super spacious. As you can see, we all can fit in here. We came in, we all can fit in here. So it's pretty big for a tiny home. And then you have washing machine. Washing machine, yeah. Да, стиральная машина есть. We do a washing machine, and then you see the shower. Вот так. О. Yeah. And also the kitchen area. This is great. You have the 2 stools where you can eat here, which I love so much. Ого. Yeah, and actually the normal house size sink. I think is like brilliant. Раковина огромная. Yeah. What price are you ready to pay for such a tiny house? Me, I would go as far as, because also material wise, you got to think about that. You want something that's going to last long. You don't want something that's just going to last you a couple years. Yes. I mean, 10 years. I want like something that'll last me like 30, 40, 50 years or even longer. So I'm willing to spend like 150, 150K. Oh, really? Oh, yeah. But you can build like a normal house. Yeah, but I like I said, I'm a minimalist. I'm not big on the huge house and stuff like that. I mean, you can get one. Well, you can build it yourself too, and spend like 50 grand. Right. But if you have someone else professionally built it, it's like, you know, it's all in one, ready to go. Can I ask you, what do you do for a living? Me, I'm an insurance broker. All right. Also, I'm getting my notary license, and also I'm working on my brand. It's the link, if it's down below, is DARKLOSET. Okay. That's how it's spelled. It's one word, and yeah, you can link it if you want, but it's not launched yet. Right. So yeah, but that's what I'm working on right now. We wish you good luck. Thank you. And thank you so much. Yes, of course. Thanks a lot. Yeah, thank you guys. Thanks. Thank you. Так, ну и самое новое, что здесь есть. Кстати, это важный момент. Если вы думаете, что это такой недорогой кемпинг, куда приезжают люди, у которых мало денег, то новенький Ford F-150, я думаю, развеет ваши сомнения. Это просто многим по приколу, многим это нравится. Дом этот рассчитан на 4. Несмотря на то, что он тоже tiny house, что называется крошечный дом, довольно просторно. Ну, для этого габарита формата. В том числе за счет огромных окон. Здесь у нас гостиная, причем, о, смотрите, можно ходить, башкой не стукнулся, так смело зашел. Диванчик есть, все в таком, типа, бюджетном стиле сделано, но смотрится очень органично. Очень органично, что можно сесть классно и смотреть, сидеть. Буду открывать и нажимать. ВДшечка нужна. Открывать и нажимать все, что вижу. Гардеробчик под лестницей. Естественно, в маленьком доме все пространства используются максимально эргономично. Здесь какие-то вот еще ящики. Раз. И второй ящик. Большие. То есть все, где есть какой-то подъем небольшой, где есть какой-то вот типа там лестница, везде все используется. Столик. Обеденный столик для всех. Можно сесть и пообедать, причем даже с поднятым столиком можно туда-сюда ходить. Под столиком еще есть какое-то вот пространство, а там дальше уже, как вы помните, гардероб. Идем наверх, 2-й этаж. Лестница удобная, то есть даже ребенок, я думаю, может ходить, как-то более-менее безопасно себя чувствовать, за шнуры держаться. И здесь у нас большой, хотел сказать, большая кровать, но по факту это просто матрас. Большой матрас, и самое главное, стекление, видите, да? Много света, много места, окна открываются, пожалуйста, пультик и еще один телевизор, вот еще один телек, Samsung, и такой двухместный, ну там при желании с ребенком, 3-местный матрасик. Еще одно спальное место. Во, можно что так сделать. Ну уже лучше, смотри, но все равно подозрительно скрипит. Еще одно спальное место. Детям такое, как вы знаете, нравится, а многим взрослым тоже. Кухня здесь маленькая, ну такой формат, решили вот так вот сделать. Дверь, что там у нас? Ванная комната. Ну, раковина, конечно, совсем крошечная, вот такая маленькая. Тоже можно было бы сделать побольше, но опять же, можно много что сделать получше, как вам больше нравится. Нравится? Пожалуйста. Вот здесь сделали так. Конечно, жить в таком доме, ну, сами понимаете, день-два тут, так сказать, переночевать, погулять, особенно когда погода хорошая, там посидеть костерок, пожечь, это классно.
выходим. Колеса есть, то есть это тоже прицеп, причем у этого дома, самого нового дома, есть вот даже сертификация какая-то, с ним можно приезжать в любой парк трейлеров, типа вот такого. С этим в Америке строго. Есть закон, есть как бы четко, все грамотно на уровне государства, все это организовано. То есть с этим можно приехать даже в парк, где стоят обычные дома на колесах, вас обязаны туда вот с этой штуковины по высоте даже пустить. Обязаны пустить, дать вам электричество, воду, обязаны. Все по закону. И вот такой видок. Но, ребятки, конечно, это все такое вот. Быстрый обзор, быстрое впечатление, это все хорошо. Но каково провести ночь в таком доме? Естественно, каково пожить месяц в таком доме? Ну, ночку-то мы точно проведем, на месяц-то вряд ли останемся. Вот мой домик. Пошел укладываться. Скоро уже вечер, сейчас покушаем, будем спать. Увидимся утром, поделимся впечатлениями, что к чему. В Москве-то уже 9:45. Да вы что, мне спать уж пора. Ребятки, увидимся через 12 часов. Ребятки, hello, как говорится. Короче, поспали, утро, видите, все спят. Человек рыбачит уже, красавчик, выдает. Спалось хорошо, это первое. Но есть нюансы, как всегда есть нюансы. Первое – расположение домов. Когда у вас обычный участок, полноценный, как вот там люди живут, до другого дома большое расстояние, и если там кто-то шумит, вы это вряд ли услышите. Здесь, я вот вчера засыпал, мы по московскому времени живем, там в 7 вечера, было шумно. То есть люди выходят вот из этого дома, вот сюда вот к себе посидеть во дворе или во дворе, или вот здесь вот шумно. То есть окна открываешь, вроде на природе, окна открыл, а слушаешь там детский хохот, ну вот так. Значит, второй момент – это расположение мебели внутри, в принципе, компоновка. Всегда нужно искать компромиссы. Табуретки стоят здесь, столы стоят тут, все нужно постоянно задвигать, все нужно постоянно двигать, чтобы вам было удобно. И пару раз я там нормально приложился, потому что тут лестница, там уже крыша, здесь вот это вот чего, пространства-то мало. Надо иметь сноровку и привычку, чтобы передвигаться по этому микродому. Но в целом прикольно. Вот емким одним словом, если весь этот опыт описать, да, это слово прикольно. На день-два довольно-таки забавно. Особенно, когда находишься вот в таком вот приятном месте, можно выйти порыбачить, покататься на лодочке бесплатно, кстати, да еще и за адекватные деньги. Теперь самое интересное, цены. А сколько это стоит? В сутки 75 баксов за целый дом. Прикольно, и можно заселиться вчетвером. Скинулись по 15 баксов и живете там. Значит, второе. Сколько, в принципе, это все стоит, если вы хотите это все дело купить? Минимальная стоимость на такой микродом 35 тысяч долларов. И два важных момента. Не переводите в рубли, потому что люди, которые строят их здесь, они получают совершенно другие деньги. В России это можно построить дешевле. Здесь зарплаты немножко другие. Ну и, соответственно, с зарплаты купить его, это тоже немножко другое. И второе, это трейлер. Все-таки это еще и трейлер. То есть это дом на колесах. Если вам нужно куда-то там с ним переехать, это можно без проблем сделать. Можно стоять в кемпинге с ним. Можно поставить у себя во дворе как гостевой дом, если вам так больше нравится. На ваше усмотрение. Спасибо, что посмотрели. Привет из штата Флорида. Плюс 26 градусов. Жарень. Нам пора ехать дальше. Деревня с микродомами. Провели здесь ночь, поделились впечатлениями. Ждем ваши комментарии. Увидимся. Пока. Так, сюда.